Всем привет! В общем, обещал ворота показать. Ворота делали мы 2 года назад на заднем плане. Сейчас хозяева придут, открою, кстати. Приехал чуть рано, нету еще. Снаружи покажем, посмотрим. Многие говорили там опять, что-то все не так, все не ладно, все не этак. Ну вот 2 года стоят, смотрим, удивляемся. Подписываемся на канал, пальцы вверх ставим, ребята. Как-то снять, чтобы солнышко начало выходить как раз на нас. Дальше не могу дойти. Вот, в общем-то, ворота с крышей, козырек. Все четко, ничего не загнуло. От снега, как говорили, там погнет. Как был, так и есть. Без изменений. Что появилось, так это у нас ящик почтовый. Это хозяева сами установили. Вот дверь у нас. Дверь получается в самой створке. Без каких-либо изменений. Только что низ грязный от дождя, вода бьет. Ну и проблема этих ворот, естественно, то, что через какое-то время сам каркас нужно будет подкрашивать. Но 2 года прошло, в принципе, ничего, они как бы все нормально. Пока еще можно ничего не трогать. Потом со временем, конечно, оно начнет облазить, нужно будет подкрасить. Эта бетонная перемычка тоже залита. Под нее тут можно будет плиточку какую-нибудь сделать. Ну или бетоном дальше залить. Подъездной путь. Пока так все оставлено. Глубина здесь небольшая была, так как гора. Сейчас покажу. Видите, какой перепад. Мы стоим. Вон там улица. И вот идет подниматься. И вон выше пошла гора. То есть на очень крутой горе скала. И вручную мы смогли выкопать сантиметров 80-90 буквально. Больше не смогли. А трактор Ямабур сюда не подойдет. Из-за вот этой трубы. Пришел, померил, тракторист сказал, не влезу. Все, вот так вот каркас выполнен. Ну, есть видео у нас. Все это показывали, как делали. Все четко. И ночек. Щелк и дома. Щелк, открылась. Ничего нигде не извело, ничего. Вот единственное, вот эти места соприкосновения, где ударяется краска. Ну, такая подбитая. Вот внутряночка. Это самодельно у нас. У нас, я говорил, каждый раз импровизация. Каждый раз по-разному двери, по-разному замки. Замки, все ручки, все по-разному. Все по месту тут химичим. Такой замочек. С этой стороны с ключа закрывается. Тут хоп-хоп. Заходим. Все закрылось. Вот вид изнутри. Противооткатки сделаны такие. Когда ворота открываем. Также сделаны цепочки везде, чтобы сильно широко не распахнулись они. Тут цепочки у нас несъемные сделаны, просто приварили, обсудили с заказчиками. Да ладно, сказали, так что. А так делаем обычно, с одной стороны, привариваем болт с гайкой и петлю надеваем, что в случае чего нужно створки снять вообще для ремонта, отнести или что-то там. Ну, это редко бывает, что можно открутить было, снять. Вот такой видок изнутри. Ворота открывать уж не буду, ребята. Все тут открывается. Ну вот где места потертости начало как бы ржаветь. Все, вот так вот открывается засовчик. Хоба. Все, и ворота распахиваются. Легко. Все четко. Там перед воротами у нас машина стоит. Открывать не буду. Короче, вот такие ворота. 2 года прошло. Все четенько, без изменений буквально. Единственное, что нужно будет в дальнейшем, это подкрашивать. Пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, ребята. Это у нас не первые ворота, все работают. Сейчас пойдем на объект, на другой. Там еще подобные ворота будут. Скорее всего, засниму. Может быть, даже в этот ролик выложу. Друзья, вот еще одни ворота. Сделаны примерно по такому же принципу. Но этим воротам уже 3 года, да, этим, Саша, воротам, или 2 года тоже. В 1 год мы их делали. Или эти на год старше? Это 3. Тут получается ворота отдельно. Номер такси, кому надо, заказывайте. А калитка рядом сделана, так как тут ширина позволяет. И здесь еще рядом заборчик пристроен. И все под общим навесом. Здесь навес уже треугольником сделан. Такой мощный.
зафигаченный. Все из металла сварено было. Ну и вот так вот. Вот здесь я говорил, как цепочки делаем, чтобы были съемные на болтах. Откручиваем вот это место, получается, и можно снять. Дальше противоугонка, смотрите, какая стоит. Уголочек. Это чтоб ворота не снимали с петель вверх, чтобы нельзя было снять. А то эти они легкие, по идее. Вот эти ворота, к примеру. Подошел гвоздодером снизу, раз поднял, ворота с петель соскочили. А так там у нас сверху упоры, при закрытом состоянии их снять невозможно. При открытом состоянии, когда открыты, из-под уголка не вводятся, можно запросто снять для какой-нибудь ревизии. Все, и такие же вот противооткатники сделаны у нас. Ну и вот по такому же принципу каргалыга открывается. Чем шире ворота, тем длиннее вот эту сделаем, чтобы у нас упор был. Основание из уголка делаем. 45-й, по-моему, я что-то не помню. Перевариваем. А эта труба 20-40 сделана. Все, открыли. Этими воротами пользуются постоянно, сюда машины заезжают. Сегодня мы просто инструмент скидали. Сейчас к вечеру убрать придется. Каждый день машина открываться, закрываться. Вот я говорю, что каждый раз по-разному замочки делаем. Тут вот такой вот шарнирчик. Тоже все хорошо закрывается. 3 года. Все плотненько, все ровненько. Здесь получается также перемычка у нас переварена и залита была. Столбы здесь примерно на 2 метра заглублены, потому что здесь ямобуром бурили. Трактор. Вот такой видок с улицы. Бамбалейла. Видно, что начало обшаркиваться. Ленту используем на 40, по-моему, в виде нащельников, чтобы не просвечивало. Вот так вот. И здесь также стоит лента, чтобы ничего не просвечивалось. С улицы уже ничего не видно. Все четко. Все, короче. Вот такие обзор воротников показали. Одни 3 года назад делали, вот эти вот. Другие, там у дяди Миши 2 года назад. Все функционируют, все четко, все ровно. Никаких нюансов, ребята. Все, короче, если видос полезный, пальцы вверх обязательно. Кто первый раз на канале, подписывайтесь.